Всем привет! Сегодня хочу поделиться своим мнением после прочтения очередной книги Джен Синсера «Не тупи». Мне кажется, она уже достаточно давно вышла, но я все никак не решалась ее купить, а тут я увидела ее вот в этом формате. Кто меня не знает, я обожаю маленькие книги в мягкой обложке, ну то есть вот этот формат я очень сильно люблю, у меня уже много таких книг, в общем, когда выходят какие-то интересующие меня книги, которые я так склонялась покупать, не покупать в таком формате, я всегда их покупаю. В общем, я прочитала эту книгу, как видите, у меня тут много закладочек, но дело в том, что я делилась уже вот этими книгами, то есть своим впечатлением после вот этих книг, и это видео стало популярным, поэтому я решила дополнить. Хотя сейчас уже есть еще одна книга фиолетовая. Ну, то есть сначала была вот эта белая, потом черная. Насколько я понимаю, потом еще красное было. Ну, то есть вот это оформление, оно такое же красное есть в этой книге. Есть еще фиолетовое. Все остальное это уже как бы, ну, можно сказать, подделки. То есть сейчас делают вот в таком формате уже других авторов, другие какие-то темы. Ну, они считают, что это что-то похожее, но на самом деле нет. Так что будьте осторожны, если увидите это оформление, убедитесь, что это Джен Синсера. Так вот, по поводу вот этих книг, я, в принципе, была большой поклонницей. Это было уже практически 2 года назад, когда я их прочитала. И я больше буду говорить про эту книгу, потому что вот это да, эта книга действительно произвела на меня большое впечатление, большое влияние оказала. Она мне очень сильно помогла, потому что я ее нашла, когда я была, не то что на эмоциональном дне, ну вот я вообще не понимала, куда и что я делаю, что мне нужно делать, в общем, как с этим всем жить и так далее. В принципе, вот этот тип книг, он так и нужен. Когда вот вы немножечко такой, знаете, как будто в такой жижице плаваете, и вы вроде что-то делаете, что-то не делаете, но что-то получается, не получается, непонятно вообще, как с этим дальше быть. У меня тут книжки уплывают. Как с этим дальше быть, как с этим жить и так далее. Кто-то говорит о том, что это банальные банальности. Да, это банальные банальности, банальная мотивация, пафосные фразы, пафосные мотивационные фразы, но иногда они очень сильно нужны, потому что иногда, ну, такие книги попадают в руки, ну, как бы они так точечно бьют, и в кого они попадают, те в восторге. То есть в какой-то момент она мне очень сильно помогла. Я была в восторге, я в нее влюбилась, она действительно сильная, эта книга. Все-таки какой-то шарм в ней есть. В общем, как вы поняли, от этой книги я в восторге, и вот за эти 2 года мое мнение об этой книге, оно вообще вот так вот происходило, потому что в какой-то момент я подумала, что да, это пустая мотивация, зачем она вообще нужна, нужно действовать, нужно работать. Потом, когда вот у меня был эмоциональный спад, я подумала, что нет, это гениальная книга, она так помогает, мне так много советов и так далее. В общем, об этой книге нельзя вот быть вообще никакого мнения. Я заметила, что люди либо ее обожают, либо ее ненавидят. Как-то вот такое распределение силы, плюс, повторюсь, я тоже как бы между этими людьми тоже туда-сюда бегала в какой-то момент, мне казалось, что это какая-то фигня, и вообще бессмысленно ей дали статус бестселлера, потом я понимала, что нет, она заслужила это, она вообще каждый свой цент и так далее. В общем, переходим к красной книге. Я так понимаю, что вот белая стала бестселлером, не ссы. Потом вышла черная, она еще повторила успех, потому что, да, они хорошо дополняют друг друга, просто вот черная это не моя книга, как бы, ну вот как-то она не подошла мне. Я знаю, некоторые любят только черную, белый не особо любят. Вот, в общем, говорю, как-то черная мне не особо зашла, думаю, ну и ладно. Но в целом я понимала, что черная была написана для того, чтобы поддержать успех первой, чтобы как бы еще больше заработать на вот этой всей волне. Это все прекрасно, замечательно, я все это прекрасно знаю, понимаю, как бы, что это выгодно и писателю, и издательству, и всем, кто покупает переводы вот этой книги, ну, как переиздания, переводы и так далее. В общем, я понимаю, что это большой бизнес, и для чего писались эти книги. И потом, видимо, надо было додоить эту корову, и начали выпускаться вот эта книга красная и фиолетовая, потому что я вчера как раз была в книжном магазине, увидела, что есть еще фиолетовая, я ее полистала, она аналогична, к сожалению, вот этой красной. В чем проблема?
Проблема в том, что вот эта красная, она себя позиционирует как «не тупи, только тот, кто ежедневно работает над собой, живет жизнью мечты». Я думала, что здесь будет про ежедневный труд, маленькие привычки, маленькие дела, ну, вот что-то такое, знаете, из серии нужно каждый день делать маленький шаг для того, чтобы достичь чего-то большого, и как себя поддержать в этих маленьких шагах, как себя каждый день как бы мотивировать к этому и так далее, потому что, ну, не бывает такого, что раз, и вы достигли своей гигантской цели. Очень редко бывает такое. Скорее всего, это ежедневный изматывающий труд, который в какой-то момент вы расстраиваетесь, падаете, сворачиваете не туда и так далее. В общем, я думала, что это будет об этом. И вообще не об этом, вообще. Ну, то есть я могу вам показать для сравнения, я надеюсь, вы увидите, что... У меня тут закладочка, я ее начала, кстати, перечитывать из-за того, что расстроилась от предыдущей. Сейчас я начну. Вот, смотрите, вот начинается глава в белой книге. Вот она начинается, продолжается, да, тут есть какие-то вот эти вот фразочки, их ладно, ну, как бы оформляют фразочки красиво, ну, вот, как бы идет глава, идет, ну, как бы вот как бы она идет. То есть там есть какая-то мысль, есть какой-то личный пример, есть пример других людей, все это замешано, разжевано, приправлено вот этими мотивационными фразами. Все прекрасно. Это интересно читать, интересны эти истории. В принципе, за счет этого и полюбили, я думаю, первую книгу, потому что, да, там есть вот эта доза мотивации, но она приправлена юмором, историями, и ты понимаешь, как это все реализуется в жизни. Да, это немножко такие абстрактные примеры, но в любом случае ты понимаешь, что ты можешь делать так же. Что происходит с этой книгой? С этой книгой происходит то, что, во-первых, вот таких вставок очень много. У меня где-то они тут даже заложены. Я не спорю, они прекрасны, хорошие фразы. Как видите, я много чего для себя взяла. Но вот, как бы, я открыла вот главу. Это глава, на самом деле. Вот эти вставки, они хаотичны абсолютно, они никак не привязаны к главе. Я не знаю, зачем они сделаны, но... В общем, вот глава. Вот она начинается. Мы переворачиваем, она заканчивается. Все. То есть, следующая глава, вот одна глава и все. И все. Здесь вот чистая концентрация. Вы знаете, у меня было такое впечатление, по-моему, это в «Черной книге», она говорила о том, что она делает карточки для каждой главы, то есть примерно пишет, что она там хочет рассказать, какую-то историю, я так понимаю, какую-то затравочку себе пишет, и потом выбирает карточку и пишет об этом. Ну, как бы уже расписывает полноценную главу. У меня такое впечатление, что после написания вот этих двух книг у нее просто осталось очень много вот этих карточек, которые, они вроде бы хороши, да, там хорошие фразы, хорошие мотивационные штуки, правильные такие, знаете, очень правильно написанные, грамотные, они такие вдохновляющие, все прекрасно. Но эти карточки, видимо, она так и не смогла никак их применить, то есть она не смогла воплотить их в жизнь в том плане, что какую-то историю придумать, продумать, не знаю, своих там клиентов, то что я так, насколько я помню, она там консультирует и так далее, и просто бахнула эту карточку. Вот это просто сборник мотивационных карточек, чуть-чуть расписанных, совсем чуть-чуть. А я так понимаю, что вот эти вот вставочки, это чисто карточка просто, вот, которая у нее там была, либо она просто вот добрать какой-то объем, который ей нужно было вставить какие-то фразочки и растянуть их на целый лист. То есть вы видите, что я их там проработала, мне понравились эти фразы, но мне не хватало этого применения, мне не хватало этого юмора, мне не хватало этих каких-то историй. Да, там в каких-то моментах были... Я там пошла куда-то с тетей, я там то, я там это, и я так, наконец-то что-то такое, и оно как бы очень быстро прекращалось. Ну, как бы, вот как-то так. И самое печальное, что я полистала фиолетовую книгу, там то же самое. То есть я открываю главу, а глава вот раз лист, два лист, все. То есть никаких тебе забавных историй, никаких примеров, ничего не происходит. И честно, после вот где-то на половине я подумала о том, что я хочу это дописать. Мне хочется это дописать, расписать. Потому что у меня там... Ну, все равно, когда читаешь такие книги, у тебя возникают какие-то мысли, ассоциации, тебе хочется в какой-то момент даже ими поделиться. И мне бы... Вот, я бы ее дописала, вот честно. Это как Юпи, вот честно. То есть, когда
такая концентрация, знаете, кристаллизированные такие мысли, очень правильные, очень красивые, знаете, кристаллики такой очень нужной правильной формы, но хочется их разбавить водой, потому что жевать обычно юпи, не знаю, может кто не знает, это концентрированный напиток сладкий просто в таких кристалликах, я так понимаю, там были какие-то красители, сахар, еще что-то. Причем, когда ты его добавляешь в воду, у тебя получается вкусный напиток. Очень хотелось вкусного напитка, в итоге заставили просто жевать сухой юпи, если честно, сухую смесь для того, чтобы разбавить. В общем, очень хотелось в этот момент ее разбавить. И мне жалко, что фиолетовая книга то же самое. Я не помню даже какое название, неважно. Там вот то же самое, все одно и то же. Со стороны как бы издателей и писателей я прекрасно понимаю, что, скорее всего, на писателя очень давят и говорят о том, что пиши, пиши, пиши. Возможно, ее еще как-то ставят в сроки, возможно, она там, не знаю, взяла аванс, и ей нужно хоть что-то выдать. И за счет того, что у нее был такой успех первой книги, она на этой волне пытается как бы зайти, ну, как бы, скорее всего, эти книги продаются. Если я ее купила, я ее видела, и, не знаю, там, по-моему, есть количество этих... Вот, тираж, я нашла. Тираж это называется. Я забыла слово, простите. Тираж 25 тысяч экземпляров. И только вот этого формата, а он есть еще в большом формате, как вы понимаете, скорее всего. То есть это сумасшедший, это очень большой тираж. И плюс я ее покупала без скидки, то есть она и без скидки хорошо продается. То есть, говорю, чисто с финансовой точки зрения я их прекрасно понимаю. Что она не пишет, это Джен Синсера, вот что-то похожее на первую книгу. Все хорошо продается. Она там переведена на 32 языка, вот написано на книге. Как бы я прекрасно понимаю, но... Честно, вот перечитывать вот эту книгу не хочется. То есть, когда я прочитала вот эту книгу, я взялась за первую, потому что первая мне реально помогает, потому что мне тоже сейчас, ну, как только вот я начинаю чувствовать себя немножечко неуверенно, я начинаю читать эту книгу, иногда выборочно. Сейчас я решила с самого начала до конца прочитать, потому что она реально, ну, как бы, мне она помогает. Все, как бы. Ну, в смысле того, что кому-то она вообще не заходит, кому-то очень сильно заходит. Вот эта книга, боюсь, вообще никому не зайдет. Ну, потому что она, ну, она, вот, знаете что, она просто неинтересная. Она не вдохновляющая, она неинтересная, ее неинтересно читать, перечитывать и так далее. Да, возможно, кому-то можно просто типа открывать и вдохновляться фразой. Но это единственное, что, ну, как-то... Не знаю. Просто в какой-то момент мне захотелось ее дописать. Вот реально сесть и дописать каждую главу, расписать, как это в реальности, что, какие есть примеры из жизни и так далее. В общем, каким-то юмором приправить. Это единственное, что вызвала у меня эта книга. И мне очень жаль, на самом деле, что... Ну как, мне не жаль, что я ее купила, прочитала, да. Это навело меня на какие-то определенные мысли, это завело какие-то процессы во мне, немножечко меня приободрило. Но вот первая книжка все-таки, она лучше работает. Это, знаете, как, не знаю, как плохое обезболивающее при сильной боли. Немножко помогло, притупило боль, но не так сильно. А это прям первая книга, это что-то такое, знаете, мощное. Хорошее, добротное, вот, что полностью снимает всю боль, и ты можешь дальше работать, развиваться, какие-то проекты придумывать, еще что-то делать. Так что, я надеюсь, вам поможет мое мнение не сделать импульсивный поступок и не купить. Ну, все-таки не советую, ни фиолетовую, ни красную, честно. Ну, это мое личное мнение. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, до следующих видео. Пока-пока.